Я решил создавать этот видеоблог, или влог, как называют. Ну, наверное, я представлюсь все-таки. Привет всем, меня зовут Александр. Хотел немножко рассказать вам, почему я решил записывать этот видеоблог, то есть влог. Я посмотрел как-то некоторое время влоги других ребят, которые живут, например, в Японии, в Штатах, в России. И ребята сами либо из России, либо из других стран Советского Союза, либо просто американцы, либо еще откуда-то. То есть, ну, как минимум на двух языках я могу смотреть, на русском и на английском. И как-то я подумал, а почему бы не начинать что-нибудь рассказывать? Почему бы не снимать? Может, кому-то это понравится, может, кому-то это будет интересно. Ну, мало того, что моя семья, родные, близкие, может быть, друзья могут это смотреть, но, может быть, даже еще кто-то что-то почерпнет для себя. Может, у кого-то поднимется настроение, будет приятно. Мало того, я много-много лет уже любил снимать и даже редактировать. Занимался этим не так часто. Но еще когда я учился в Texas Tech, Техасский технологический или Texas Tech университет, может, не совсем правильно переводить технологически, но это отдельная история, название университета. Я работал некоторое время там в отделе News and Publications, новости и публикации. И помогал там ребятам с редактированием видео, оцифровкой видео на громадных кассетах в то время, еще в 90-х годах. Редактирование фотографий, но в основном это было даже видео, съемка видео. Конечно, это все было мелочь, никакого формального обучения не было, или там курсов, или еще чего-то. Просто я стал там помогать, был как student assistant, мне платили небольшие денежки, летом я начинал. Надо подумать, еще какого года, может быть, это был даже 90... лето 96-го года. Надо будет подумать. Но мне понравился сам процесс, и кое-что я как бы подобрал, некоторые моменты. Научиться еще, я уверен, очень-очень много можно чему. Потому что снимать видеосъемку — это целое искусство. И недавно вот я смотрел тут пару фильмов. Один называется The Imitation Game, игра имитационная, о том, как пытались как бы код взломать немецкий в Великобритании. И второй фильм еще я смотрел недавно, это был фильм The Theory of Everything, теория всего, про жизнь Стива Хокинга, этого гения, который постепенно как бы его парализовала болезнь, и он не мог двигаться, но однако изобретал и как бы строил теории по созданию мира и так далее. К чему я это рассказываю? Я просто иногда смотрю такие моменты и фильмы, и смотрю, как переходы какие-то делают, как историю, как что-то снимают. Конечно, это приятно, удивляет, и если прикладывать глаз, а у меня как бы есть такой момент attention to detail, как здесь говорят, внимание или как бы внимание к подробностям или к деталям, ты начинаешь замечать многие вещи. Конечно, не все запоминается, надо практиковать и так далее, и оборудование иметь, и треножники, и освещение, и микрофоны, и так далее, и так далее. Может быть, со временем я и могу к этому прийти и развивать свой канал, имея разные темы. Какие темы могут быть? Ну, по крайней мере, жил я в разных странах и могу рассказывать, и в разных штатах также. Могу рассказывать и о Финляндии, об опыте жизни в Ираке, в России, на Украине, в Тайване, о путешествиях там какие-то другие еще места, в Таиланде, еще куда-то, в Мексику, как я пешком переходил границы. У меня много-много историй разных, приключенческих и просто обычных. Может быть, какой-то совет будет полезен людям, как что делать. То есть, ну, конечно, я все пытаюсь становиться мудрее, умнее, профессиональные какие-то навыки улучшать. Ну, может быть, другим людям, кто желает этого или хочет,
я смогу что-то советовать. Вот меня уже, кажется, зовут. Но просто хотел что-то сказать, что много может быть разных тем. И темы могут быть о жизни, о других людях, о работе, о карьере, о автоматизации, о программировании, о искусстве. Кстати, я себя перебил насчет видео. Когда-то я редактировал видео еще много лет назад, что-то забросил. Может быть, я их откопаю из своего архива. Хотя у них разрешение не очень высокое. Но, может быть, я их помещу тоже. То есть планы обширные. Может, я еще другое видео сниму о том, какие могут быть темы, какие могут быть плейлист, то есть листы видео по темам. Но просто это небольшое представление о себе. Живу я в городе Сан-Франциско. На данный момент это один из моих любимых городов мира. Жил я в разных местах, и в Нью-Йорке жил, могу и про Нью-Йорк рассказывать, конечно же, около 10 лет. Но здесь мне очень нравится, здесь удивительная красота, интересный климат, красивая природа. Сам город очень-очень изумительный. Буду рассказывать и об этом, и о семье, и, может быть, о других каких-то вещах со временем. Может, даже о том, как есть общение с людьми другой расы, или, например, даже совместный брак с человеком другой расы, с другой культуры. И как это происходит, и как выращивать ребенка, как сказать, как его воспитывать и так далее. Я сам этому еще учусь. Много-много разных тем и идей. Ну ладно, пока на этом я заканчиваю. Уже здесь темнеет все больше и больше. Всем привет. Делитесь этим видео с друзьями. Пусть они знают о канале, подписываются. И постепенно будут выходить видео. Постепенно будет что-то новое создаваться. Надеюсь, вам будет это нравиться. Ставьте лайки, если вам нравится. Пишите комментарии, какие-то советы, вопросы, чего вам хотелось бы узнать. Всего хорошего. Пока.